Всем большой привет! Меня зовут Наталья и большое спасибо, что вы у меня на канале. Сегодня будем ремонтировать довольно частую проблему. Это дырка, которая образуется между ног, то есть протираем мы их. Вот. Сегодня у меня вот такие вот шортики, но это могут быть и штаны, это может быть как трикотажная вещь, так и джинсовая вещь. Такую вещь довольно легко отремонтировать. Сегодня я вам покажу, как это сделать. Оставайтесь на канале, буду благодарна за ваши лайки и хотя бы за маленький комментарий. Это поддержит мой канал. Ну вот они, наши шортики поближе, с протертыми дырочками между ног. Эти шорты уже не раз зашивались, но, как показывает практика, зашивать такие дырки нет смысла, потому что они рвутся еще больше. Первым делом выкладываем их на стол. По швам соединяем все штанинки. И немножечко их скрепляем, чтобы они не разошлись. Здесь тоже есть дырочка немножечко выше. Слаживаем их дальше. Вот так еще раз. Вот. И теперь у нас четко вырисовывается, где нам нужно произвести ремонт. Очерчиваем плохой участок. Тоже его немножечко скрепляем, чтобы он не разбежался, когда мы будем его срезать. Есть. И удаляем весь этот плохой участок. Есть. Теперь у нас есть точный кусочек, который нам нужно заменить. То есть вот такой вот кусок нам нужно найти. Мы этот кусочек можем взять с любой другой вещи, которая более-менее подходит по цвету. Или можно взять с кармана. Карман у нас, как вы видите, такая же ткань. Сейчас мы ее вывернем и посмотрим, хватит ли нам карманной ткани на ремонт. Слаживаем, смотрите. Как раз нам хватает, чтобы произвести ремонт. Карман нужно будет потом зашить. Вот здесь. Скрепляем сам карман. Выворачиваем наизнанку. И теперь мы видим, где мы можем срезать всю ткань. Срезаем карман. Есть кармашек, мы срезали. Потом мы его зашьем. Ну и теперь вырезаем обязательно с припусками. Я делаю в 1 сантиметр, но желательно сделать даже, наверное, 2 сантиметра. Припуск на швы дальнейшие. У меня просто не хватает ткани. Сейчас на машинке прострочим вот этот вот шовчик. Есть. У нас одна часть больше, вторая часть чуть-чуть меньше одной и той же латочки. Поэтому мы расправляем. Вот она, да, как она у нас. Оп, оп. И одну из частей мы срежем с припусками также в 1 сантиметр, чтобы у нас наша заготовка была такая же самая, как образец. Теперь у нас есть полностью новая деталечка с припусками в 1 сантиметр. Мы теперь ее будем крепить к нашим шортам. Выбрасываем наши дырочки, они нам больше не нужны. Выворачиваем шорты, либо штаны, что там у вас порвалось. Вот, теперь видим, что здесь больше, здесь меньше. Значит, нам нужно будет их вот так пришить. Сразу соединяем боковые швы. Соединяем по контуру.
Вот так вот у нас получилось. Иголочки можно сейчас достать, чтобы они не кололись. И сшиваем по всему контуру. Ну вот мы и сделали такой ремонт. Для того, чтобы укрепить все эти шовчики, выворачивать на лицевую сторону. И вот здесь желательно по контуру шва, заложив наружу, сделать шов. Сейчас будем это делать. Вот уже отремонтированные шортики. Дырочек теперь у нас здесь нет. Все у нас хорошо. Осталось только зашить наш карман, который мы вырезали. Прокладываем пару строчек. И можно носить. Ну вот и все. Наши шортики готовы. Карман мы зашили. Дырочек у нас больше нет между ног. Можно их опять одевать и носить наши любимые шорты. Таким способом можно ремонтировать трикотажные штаны, джинсы. Ну, в общем-то, любые штаны, которые вы носите, которые у вас протерлись. Если у вас нет кармана, с которого вы можете вырезать, чтобы ткань подходила по цвету, найдите ткань похожую. В основном это в джинсах будет, потому что карманы в джинсах, они тканевые. Поэтому найдите порванные джинсы, которые вам подходят, и сделайте латочку. Надеюсь, видео стало вам полезным. Подписывайтесь на канал. Буду благодарна за лайки и комментарии. До новых встреч!